Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семнович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на ноябрь 2025 года для козерогов, восходящих, солнечных, лунных козерогов по ведической астрологии. Если вы не знаете точное время своего рождения, то под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках, и для этих дат вы можете смотреть видео. Если вы знаете точное время своего рождения, то в таком случае вы должны смотреть прогноз для восходящего знака своего, либо асцендента. Также ведических астрологов я бы хотела пригласить на свой новый курс, который называется «Глубина Чарадаша». Курс стартует 27 октября 2025 года. Запись на него по ссылке в комментарии в описании к этому видео. Теперь давайте обсуждать тенденции ноября. Тенденций у нас много, и очень много будет переменчивых таких результатов для каждого знака зодиака. Первое событие: со 2 ноября по 26 ноября Венера заходит в ваш 10-й дом гороскопа. И это такая противоречивая история, потому что кто-то из козерогов в этот период пойдет в отпуск. Кто-то из козерогов в этот период может получать какие-то новые знания по работе, то есть пойти поучиться по работе. От работы могут отправлять на какие-то курсы, на какие-то семинары, вебинары и так далее. Но кто-то из козерогов в этот период может уволиться. Здесь кардинальные перемены в работе по этому транзиту. Также этот транзит на то, чтобы получать какие-то статусы, то есть в любом случае это какие-то перемены в работе и статусе, но и перемены получения статуса по учебе, получения статуса по детям, то есть, допустим, ребенка в какую-то школу устроить, в какой-то кружок устроить, получить документы на ребенка. Вот это вот все может быть по транзиту Венеры. И так как Венера у нас будет аспектировать свой собственный дом, дом транспорта, то, конечно, тут могут происходить перемены в транспорте. Есть тенденция на то, что это может быть вложение денег в транспорт, вложение денег в том числе немного и в недвижимость, есть указания. Может быть, даже маме помогать. Но именно вложение денег от транспорта в транспорт, я бы так сказала. Какие-то такие результаты могут быть по этому транзиту. С 9 ноября по 23 ноября Меркурий начнет ретроградить в вашем 11 доме гороскопа. И что интересно, больше, чем у кого бы то ни было, у вас это ретроградность Меркурия в 11 доме гороскопа про то, что очень сильно будут меняться ваши планы. Потому что транзит Меркурия по 11 дому гороскопа для вас — это транзит такой на составление планов на будущее, на планирование, прогнозирование в работе, но Меркурий станет ретроградным, поэтому все, что вы себе запланировали, вы, скорее всего, все перепланируете. Задержки, препятствия могут быть в таких вопросах, как составление прогнозов, например, на лечение, на кредиты, на судебные дела, на какие-то долговые обязательства. И оформление, переоформление бизнеса может как-то меняться, откладываться, затягиваться. Какие-то премии, назначение вам пособий, выплат тоже может меняться, затягиваться, откатываться вот по этому Меркурию. С 11 ноября по 5 декабря ретроградным станет Юпитер в вашем 7 доме гороскопа. И значит, что еще будет? Помимо того, что Меркурий в 11 доме ретроградит, Юпитер как хозяин 3-го дома бизнеса тоже ретроградит. То есть Юпитер подтверждает, что если у вас есть бизнес, то вопросы бизнеса, вот планы по бизнесу, они могут очень сильно меняться. Также вопросы, планы по каким-то вашим инициативам, по каким-то вашим документам, по договоренностям с другими людьми, по подписанию документов, сделок, соглашений могут меняться, откатываться. Юпитер может давать такой результат. По переменам в личной жизни тоже, по встрече какой-то совместной. Но я про Юпитер отдельное видео записывала, вы можете посмотреть у меня на канале. Но в общем и целом, что интересно, что Юпитер и Меркурий, они очень сильно могут менять ваше окружение. Так вот, как будто бы у вас
окружение остается, да, то есть я не говорю, что вы там прямо совсем в одиночестве остаетесь, но как-то у вас будет турбулентно. Сначала вы с одними людьми хотите быть, потом с другими людьми хотите быть, как-то вот, может быть, команды какие-то будут меняться, либо партнеры будут меняться. То есть, например, если вы бизнес ведете, вы договариваетесь с одним поставщиком, а другой будет, или что-то вот такое, вот как будто бы вы тусуете людей, или вы между людьми вот выбираете, с кем вам быть, и что-то происходит, что вы потом передумываете, что-то такое будет. С 16 ноября по 16 декабря в ваш 11 дом гороскопа зайдет Солнце, и Солнце в 11 доме дает указание на какую-то тайную поддержку. То есть если у вас есть бизнес, и у вас вопросы будут бизнеса касаться, тоже каких-то договоренностей, закрытия, не закрытия. Допустим, если вы думаете закрываться, а у вас хоп и какие-то инвестиции. Если вы думаете, например, о том, что вам нужно как-то вопрос решить, а он как-то не решается, хоп, и какая-то поддержка, какая-то тайна, какой-то покровитель по Солнцу, статусный, влиятельный, что-то такое. Если вы, допустим, думаете о повышении заработной платы, например, вы там по Меркурию ходили, договаривались о премии какой-то или еще о чем-то, вам говорят, ок, но это будет там в конвертике, или это будет там как-то в темную, вот что-то такое, может быть, какие-то не очень легальные деньги. Но также, смотрите, могут быть и какие-то проверки по счетам, если вы предприниматель, то тоже такое может быть. Вообще Солнце проясняет ситуацию, связанную с вашими счетами, с вашими накоплениями, с вашими друзьями тоже, кто есть кто, такое тоже может быть по Солнцу, и с вашими достижениями тоже. 20 ноября будет новолуние в вашем 11 доме гороскопа, и оно, в принципе, подтверждает эту тенденцию, что у вас вот по счетам, по отношениям с друзьями, по каким-то накоплениям вашим будут вопросы. Новолуние в 11 доме гороскопа может означать открытие счета, открытие бизнеса, получение выплаты, премии, получение прибавки к зарплате, получение какой-то грамоты, вхождение в какой-то новый коллектив, исполнение желаний, получение подарка какого-то. В общем, новолуние в 11 доме гороскопа мне всегда нравится. С 23 ноября по 29 ноября в ретроградном движении Меркурий вернется в ваш 10 дом гороскопа, дом работы, карьеры, социальной реализации, и вернет вас в вопросы октября месяца. Вопросы октября месяца, которые, возможно, вы уже для себя закрыли, возможно, вы тогда их бросили на полпути, что-то не получилось, нужно будет доделать. Вопросы, связанные с получением статуса, со сменой статуса, с изменением в должности. И самое главное, что это вопросы, касающиеся исправления ошибок в работе. То есть, если у вас в октябре было такое, что вы вот накосячили где-то, либо в октябре вы обнаружили, что что-то идет не так, не по плану, какие-то ошибки в работе, то сейчас время вернуться, чтобы исправлять ошибки октябрьские, либо более ранние, но на которые вам не хватило сил. На то, чтобы проанализировать, аналитику какую-то запустить, на то, чтобы что-то посчитать, записать, на то, чтобы работу поискать, если вы, допустим, хотели в октябре менять работу. Это все будет очень хорошо по Меркурию. Ну и с 26 ноября по 20 декабря просто транзит белиссимо, потому что Венера очень улучшающий транзит создает. Венера будет идти по вашему 11 дому гороскопа, по дому наград, достижений, прибыли. Хоть и в Скорпионе, но все-таки она формирует комбинацию на успех в делах детей, обучения, в делах, может быть, даже инвестиций, успех в делах, связанных с романами, влюбленностями. Также это может быть повышение в должности, ну не для руководителя, а просто повышение в должности, либо какая-то премия, выплата, какая-то грамота, награда, признание ваших заслуг и так далее. То есть Венера, она вот выглядит на этом фоне как такая спасительница. Ну и в целом, конечно, тут такие транзиты в ноябре у вас как будто бы дающие вам возможность что-то начать заново. И с 29 ноября по 6 декабря Меркурий уже будет в прямом движении в вашем 10 доме гороскопа. И в Меркурий в прямом движении в 10 доме гороскопа уже даст возможность там
выявить наконец-то те ошибки, в которых вы не могли разобраться, или выявить что-то такое, что-то досчитать, посчитать, рассчитать, спроектировать, может быть, спланировать по работе, по статусам, по таким вот вещам. И если вы хотели поменять работу, то сменить работу тоже. Если у кого-то был вопрос повышения до уровня руководителя, то тоже это произойдет. Вот так, мои дорогие друзья, такой на самом был прогноз на ноябрь 2025 года для козерогов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.